Тебе готовят признание. Кто же и в чем тебе признается? Давай посмотрим вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, какие энергии сейчас у вас преобладают, да? Что было в вашей жизни, что сейчас происходит. Ну, смотрите, мне показано, что сейчас может быть у вас не самый даже такой простой период. Это может касаться решения каких-то очень важных, насущных проблем для вас. Скорее, это будет связано либо же по работе, может быть, по финансам. То есть у кого-то из вас сейчас очень, очень остро стоит вопрос, может быть, куда-то перейти, да, вот сменить работу, может быть, где-то искать подработку, да, потому что, ну, не вытягиваете вы финансово. Это не говорит о том, что вы прям мизерную зарплату получаете. Но, тем не менее, вам уже как бы, ну, то ли не хватает, да, вот чтобы закрыть все ваши потребности. Возможно, еще здесь проиграется, что у кого-то подкосилось здоровье. Поэтому на лечение еще могут требоваться деньги, да, а зарплаты не хватает. Поэтому можете задумываться о том, где же взять дополнительный доход, да, либо же поменять работу. Есть в вашем окружении человек, знаете, почему-то вот мне показывает, и я бы на этом тоже немножко так остановилась. Есть в вашем окружении человек, я думаю, вы можете даже подозревать этого человека. Ну как, у кого-то в окружении, да, но это женщина скорее проиграется. Поскольку это общий расклад, либо же эта женщина сейчас еще с вами, да, либо же вы, даже если это бывшая, вы общаетесь. Но эта дама вот каким-то образом либо сама занимается магией, либо же кому-то ходит. Эта женщина хочет вам навредить. Эта женщина, ну, она пытается ставить разные палки в колеса, и я бы даже сказала, что, возможно, те ваши какие-то трудности по жизни, может быть, даже черная полоса, но не без воздействия именно магического, да, поэтому обратите внимание. Вы можете сами, в общем-то, заподозрить, да, вы можете догадываться, вот, ну, как говорят, да, как будто як пороблено, да, говорят обычно. Поэтому обратите внимание на этот момент, потому что, ну, у кого-то реально проиграется, что как будто змею пригрели. Даже если это бывшая змеюшка, но все равно она может приходить к вам по разным вопросам, общаться, говорить какие-то вроде бы нормальные такие слащавые речи, да, ну, то есть, может быть, даже нормально более-менее общаться, но здесь будет очень сильный такой подвох. Поэтому обратите внимание на это. У кого-то из вас сейчас, ну, реально проиграются проблемы по здоровью, может быть, даже обострение каких-то вот ваших болячек. И я бы сказала, что это больше связано вот со спиной, с суставами, ноги могут быть больные, поясница, вот больше опорно-двигательный аппарат. Поэтому, ребятушки, ну, я думаю, вы многие уже задумываетесь над тем, что нужно бы пролечиться, да все как-то оттягиваете. У кого-то, опять же, стоит остро финансовый момент, поэтому вы, ну, как-то вот откладываете, да, знаете, что нужно сходить к врачу, перебиваетесь какими-то, может быть, такими народными средствами, что-то такое, ну, подешевле, может быть, какие-то обезболивающие препараты покупаете. Но тем не менее. Но непростой период. Непростой. Что еще? Кого-то из вас вот накрывает. Вот как накрывает такое депрессивное? Ну, состояние одиночества. Смотрите, мне показано, что нет сейчас женщины, которая могла бы вот быть вашей любовью, да? Я сейчас говорю именно про серьезные отношения. Вот нет женщины, которая могла бы стать вашей второй половинкой. Если вы сейчас живете, допустим, кто-то еще женщина, ну, это точно не ваша вторая половинка. Это такое либо же соседское проживание вместе. Это может быть, даже когда вы живете вместе, но у каждого своя личная жизнь. Ну, то есть разные моменты. Но в душе вы себя чувствуете очень и очень одиноко.
Давайте сделаем как раз по этому поводу маленький опрос. Напишите, ребята, вот все пишите в комментариях, вы чувствуете себя на сегодняшний день вот одиноким? Бывает одиночество вдвоем, бывает одиночество в толпе, да, вроде бы ты общаешься, у тебя полно людей, друзей, приятелей, но вот какой-то дискомфорт все равно, тебе не хватает второй половинки. Вот напишите, у кого это проигрывается. Если такого нет, то тоже пишите, что нет, все классно, у меня нет состояния одиночества. Давайте-ка теперь разбираться, кто же готовит и какое вам признание. Ой, чуть не нарушила все карты. Смотрите, вы можете узнать через какое-то время, это будет не ближайшее время, это будет такое даже, знаете, я бы назвала это не признание, скорее вы узнаете, может быть, какую-то такую, ну, тайну, не тайну, что-то такое о ком-то из ваших, ну, скорее это либо родственники, либо же это может проиграться бывшая жена, да, вот с которой особенно вы не общаетесь, вот особенно те, кто не общается, либо же редко общается. Это будет какое-то такое известие, но не очень приятное. Вы можете узнать такие вещи, которые поначалу вас могут не то что огорчить, а порой повергнуть в шок. Может быть, кто-то узнает про какие-то ее там еще похождения, да, про какие-то обманы, уловки ее, да. Это может касаться и кого-то из членов вашей семьи, да, то есть кум, брат, сват, ну то есть у всех по-разному, да, у всех абсолютно родственников бывают разные отношения, взаимоотношения. Поэтому здесь тоже будет какое-то известие, когда вы очень сильно разочаруетесь, даже если это ваш там брат, сестра, неважно, да. То есть вы узнаете о чем-то таком, о каком-то обмане, о какой-то подставе. Может быть, человек, ну, не то чтобы в заговоре, может быть, сплетни какие-то распускал, хоть это и близкий человек, да. Вы отстранитесь. После того, что вы узнаете, вы не захотите общаться. Не с бывшей, да, если вы общались, вы не захотите общаться с этим своим родственником, либо же родственницей, потому что, ну, это вас просто, ну, добьет, да, это повергнет в шок. Это будет очень такая какая-то пренеприятная история, которую вы, я думаю, не простите. Далее, кто еще что готовит? Поскольку это общий расклад, я сейчас, ну, разные ситуации буду рассказывать, а вы уже переворачиваете под себя, кому что подходит. Кто еще готовит, какое вам признание? Ух ты! Есть женщина, с которой вы каким-то образом, в общем-то, связаны. Вы можете с ней и пересекаться. Опять же, поскольку общий расклад, я не привязываюсь. Да? Ну, вы можете, кто-то знает ее просто в лицо, кто-то, может быть, просто здороваетесь, у кого-то может проиграться даже как бы такие дружеско-приятельские отношения. Женщина привлекательная, женщина одинокая, работящая. Между прочим, мне показывают, что вы можете даже вот по работе как-то иногда с ней пересекаться. Не обязательно, что она работает с вами, но тоже может это проиграться. Она давненько положила на вас глаз, да? У вас могут быть и сейчас с ней прекрасные отношения, да, вот если действительно вот у кого срезонирует, что вы общаетесь, может быть, как друзья, как соседи, но она к вам относится не как к другу. Она относится, ну, скорее, как к мужчине, да, она думает о вас, она мечтает о вас, она хотела бы иметь с вами отношения. И знаете, она все-таки решила вот проявиться. Хотя на сегодняшний день у нее еще и есть немножко сомнения, вот как это сделать, чтобы не ударить в грязь лицом, но как-то вот признаться, проявиться, да, что вы не просто друзья, а вы для нее больше, чем друг. Поэтому она все-таки еще немножко подождет, пересомневается, может быть, какой-то придумает интересный план, как это красиво вам преподнести, но тем не менее она вам все-таки попытается очень деликатно как-то озвучить, да, либо же дать понять, да, она не обязательно придет и скажет: я тебя люблю. Нет, конечно же. Это будет такое, может быть, даже робкое признание, но которое вас немножко тоже может шокировать.
Так, что еще? Смотрите, вы можете даже после этого, как она вам намекнет, либо же прямо скажет, да, что вот вы интересны как мужчина, вы можете поначалу даже не поверить, да, как-то перевести это в шутку и подумать, что да, она там шутит, дурачится, там как-то флиртует, вы можете этот флирт подхватить, но все-таки вы потом поймете, что да нет, она не просто флиртует, человечек вам признался. Но поскольку вы, товарищ, такой деликатный, вы будете бояться разбития сердца, да, вы будете очень осторожничать, да, вот даже когда вы поймете, что да нет, она все-таки влюблена в вас, опять же, смотрите, может проиграться два варианта. Кто-то из вас деликатно ее, ну, отправит во свояси, да, ну, то есть вы не пошлете ни в коем случае ее, вы как-то вот деликатно именно ну, дадите ей понять, что нет, либо же вы в отношениях вообще не заинтересованы, да, либо же вам не до отношений, ну, то есть какую-то, может быть, даже отмазку вы найдете. Почему? Почему это будет отмазка? Смотрите, мне показано, что вы можете даже испугаться каких-то вот перспектив. Она, в общем-то, довольно интересная женщина. Я не говорю, что она там какой-то крокодил к вам приползет. Нет. Вы можете испугаться того, что действительно вот на горизонте вот эта женщина, она уже вам призналась, да, она уже открылась. И здесь запахло новыми отношениями. И с одной стороны, да, вам хочется иметь пару, да, состояние одиночества, но испугаетесь вот каких-то своих таких странных внутренних ощущений, да, что вот она уже намекнула, она уже призналась, да, и дело останется за вами. Смотрите, кто-то отправит восвояси просто из своих страхов. Это тоже такой момент, который вы можете в любую секунду исправить. Вы довольно сильные мужчины, поэтому сможете через какой-то период времени сможете совладать со своими чувствами, с внутренними какими-то страхами, сомнениями. И, в общем-то, если вы победите свои вот эти вот страхи внутренние, вы сможете опять-таки проявиться уже сами к этой женщине. Вы не будете за ней бегать ни в коем случае. Вы не из тех людей, которые бегают. Но каким-то образом дать ей понять, что вот я готов общаться с тобой, а дальше уже как карта ляжет. Тоже так может проиграться. И второй вариант, вот как я уже сказала, что кто-то из вас может, в общем-то, сразу же клюнуть на эту удочку, ну, вернее, на ее признание, да, и, в общем-то, вы ответите сразу же взаимностью, потому что женщина вам, ну, действительно понравится. Это будет какой-то вот другой взгляд на нее. Даже если вот вы общались раньше, ну, это было такое формальное, может быть, общение, может быть, даже чисто из вежливости, то теперь после ее признаний вы взглянете совершенно на нее по-другому. Поэтому, в общем-то, вы можете в омут с головой окунуться очень и очень быстро. Давайте-ка посмотрим, к чему приведут, вот если вы все-таки пойдете в эти отношения, да, после ее признания. Чем это закончится? Романом, либо же семьей, да? Вы будете держать дистанцию. Смотрите, да, даже те, которые согласятся на эти отношения, вы все равно будете немножко так держать дистанцию. Не говорю, что вы будете грубые, там, холодные, нет, ни в коем случае. Но время для того, чтобы подумать, время для того, чтобы проанализировать вообще, что происходит в вашей жизни на тот момент, да? Ну, точно нужна какая-то, может быть, даже пауза кому-то потребуется. Вы сблизитесь, потом отдалитесь. И это нормально. Это мужская психология, да? Когда накрывают сомнения, там, опасения, и вы сознательно можете отдалиться под разными предлогами. Вы можете кто-то сказать, что вы там приболели, может быть, кто-то даже скажет, что уехал там в командировку, либо еще там, я не знаю, к родственникам уехали. То есть, чтобы взять эту паузу и подумать, да, вот эти вот страхи, они очень частые ваши спутники. Страхи именно ошибиться в женщине, страхи от того, что вот вам открылись, да,
а вы, может быть, внутренне еще не очень готовы. Поэтому я бы сказала, что это нормальное проявление мужчин, которым когда-то, ну, травмировали душу и сердце. В общем-то, у вас может получиться романтическая история на сегодняшний день, вот пока мне, ну, не показывает, да, что то, что она излечит вас от боли, от одиночества, да, от ваших каких-то страданий, переживаний, это однозначно. То, что это будут серьезные отношения, это 100%, да, но дальше вы будете решать сами. Сходиться с ней, съезжаться, торопиться быть вы точно не будете. Но то, что эта женщина вот сделает такой первый шаг к вам, это круто изменит вашу жизнь. И вы будете победителем. Вы станете победителем над самим собой. Даже те, которые ни во что не верили, те, которые опасались новых отношений, те, которые опасались, может быть, женщин, особенно тех, которые первые делали шаг, вы очень сильно поменяете свое мировоззрение. Так, ну давайте-ка еще, вот мне почему-то еще хочется посмотреть немножко напоследок. Может быть, еще какое-то признание вас ждет. Так. А это признание, знаете, оно тоже может в каком-то смысле повергнуть вас в шок. Это скорее будет признание, ну, либо же вашего какого-то близкого друга-приятеля, коллеги. У кого-то может проиграться это взрослый сын, либо же взрослый внук, которые вам признаются в том, что, ну, пытались вот в какой-то период времени, может быть, они у вас просили деньги, может быть, пытались как-то вот одалживать всякими правдами и неправдами, и вот они, ну, в таком маленьком своем грехе они признаются, да, что вот они так как-то обставили ситуацию, вот какую-то, может быть, сказку придумали для вас, чтобы просто вот получить нужную сумму денег. Для чего? Для женщины. Вот ваш сын у кого-то, либо же друг-приятель, да, на тот момент, возможно, познакомился с другой женщиной, а денежек не хватало, да, вот чтобы просто там пороманить, либо же в кафе сводить, ну, не хватало, как вы это понимаете, да, у всех разная ситуация. Поэтому сразу вам не говорили, что вот я познакомился, мне нужны деньги, дай мне деньги, да, а вот решили как-то вот завуалированно. И только вот спустя какое-то время они признаются, что вот помнишь, ты мне деньги одалживал, так это я там с мадамой познакомился, в которую влюбился, но просто неудобно было тебе говорить, да, что у меня там на любовь, на роман не хватает денег. Ну, в общем-то, в каком-то смысле вы удивитесь, немножко так для вас это будет шокирующе, да, вы можете даже сказать, что ну почему ты прямо не сказал, да, ну я же тебе и так помогу, если что. Но это будет такая, может быть, даже курьезная какая-то ситуация. Ну, посмеетесь, в общем-то, и забудете. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!